Итак, тема сегодняшней очередной, я не побоюсь сказать этого слова, лекции «Субъективность реальности». Человек воспринимает реальность своими органами чувств. И реальность этого человека ограничивается тем, что воспринимают его эти органы чувств. Он, конечно же, может наделять объект своего восприятия статичными мыслимыми качествами, которые в его глазах делают этот объект зафиксированным в существовании, то есть существующим вне зависимости от того, воспринимает он сам этот объект или нет. Но даже если предположить, что объект независим от восприятия воспринимающего его субъекта, то какой смысл в таком независимом от воспринимающего существовании объекта, если он не воспринимается, а просто существует? Ведь все иное, отличное от непосредственного восприятия, существует в человеческом мышлении только как представление об объекте, но не как непосредственный объект. Воспринимаемый объект наделяется свойствами только лишь в восприятии субъекта, но не потому, что этот объект имеет эти свойства, якобы ему присущие. Качества объекта, воспринимаемые как его свойства, не являются объективной характеристикой наблюдаемого объекта, потому как они обусловлены восприятием воспринимающего его субъекта. То есть объект является объективным лишь в восприятии субъекта, его воспринимающего. Это происходит уже только потому, что воспринимающий субъект не является объектом, которого он воспринимает. Объект становится объективным для воспринимающего субъекта лишь потому, что воспринимается он субъектом посредством его органов чувств, но не потому, что он существует отдельно от субъекта как таковой. Отдельно существующий от восприятия субъекта объект непосредственно существует только в представлении субъекта о нем, потому как в данный момент он не воспринимается им. И получается, что субъект имеет представление о мире на основании того, что он воспринимал ранее. Он выстраивает иерархию взаимозависимостей вещей друг от друга на основе того, что он когда-то воспринимал. То есть субъект строит свое представление о целостном мире на основании своего прошлого, того, что было когда-то с ним. Воспринимающий видит настоящее в соотнесении его с прошлым, поэтому реальности как таковой для воспринимающего не существует. Представление о мире для человека – это по своей сути изъятие отдельных элементов из его восприятия как такового и создание на его основе искусственной мыслимой лишь только им самим иерархии. Само представление о мире существует только в голове воспринимающего, но не является даже отражением мира, не говоря уже о том, что это могло бы быть самим миром. Собственно, в реальности человек существует только будучи опосредованным своими органами чувств, всеми, которые только у него есть. Если он интеллектуально трактует какие-либо явления реальности, то это всего лишь ее элемент, мысленно изъятый из нее, но не сама реальность. Немаловажным фактором является и самовосприятие человеком самого себя, хотя навряд ли можно как-либо разделять его восприятие в целом на восприятие себя и внешнего мира, так как он сам является частью этой среды, которую он описывает как внешнюю.